Друзья, всех приветствую на канале. Сегодня мы с вами покрутим, послушаем, понажимаем на кнопочки на двух комбиках. Это Lenny LC30-112 и Lenny LC15-110. Еле цифры эти запомнил, но потом расскажу, что они значат. Комбики эти насквозь ламповые, такие все, довольно простые. Обычно мы снимаем всякие моделирующие в последнее время, а тут вот попалась ламповая чудо-техника. Итак, расшифрую немножко цифры, я думаю, в принципе, все догадались, но тем не менее. LC30, что значит? 30 Вт, 112 название, это динамик 12-дюймовый, один штука, динамик Tucilation. И 110 в названии, соответственно, это один динамик 10 дюймов и мощность 15 Вт у комбика, который сзади там виднеется. Теперь давайте пройдемся по панели управления, посмотрим, какие здесь кнопки, ручки и чем эти комбики отличаются. И посмотрим сперва на старшего брата. Итак, у нас тут два раздельных канала с раздельной эквализацией. Чистый канал еще с кнопкой Bright, ну, традиционно все, кстати, чистый канал разгоняется до кранча, до перегруза легкого. В вгруженном канале есть кнопка Modern, об этом отдельно поговорим, послушаем, как это все работает. И на мастер-секции тон, общий тон и ревер. У младшего брата все примерно то же самое, только у них общая эквализация и нет кнопки Modern. Если на комбике посмотреть сзади, то там есть разъем для подключения футсвича с возможностью переключения каналов и включения-выключения ревера, также петля эффектов и разъем для подключения внешнего кабинета. И переходим непосредственно уже к кручению ручек и послушаем, как это все звучит. В первую очередь в чистом канале, как я уже сказал, есть возможность его разогнать. Послушаем, собственно, от каких значений до каких это можно сделать и какой звук из этого комбика можно выжать. Итак, стартовое значение у нас 3,5. В зависимости от положения датчика уже начинает немножко перегружать. Если что-то типа сингла или отсечки, там, соответственно, более чистый звук. Ну, попробуем навалить гейна, как говорится. И поставим на максимум. И теперь давайте попробуем понажимать кнопку Bright, посмотрим, как она влияет на звук. Все по классике, добавляет верха, кому-то это будет ядовито, кому-то нет. Ну, в общем, сами решите, нажимать или нет. Благо, кнопка есть, уже хорошо. И теперь, что нам не хватает для чистого звука, это, конечно, ревера, потому что ревер без чистого и чистый без ревера — это грустно. Надо сказать, привыкли мы в последнее время ко всяким модным шиммерам и прочим таким делам. Ревер такой простецкий достаточно, без хвостов длинных. Попробуем сделать побольше. И послушаем. На аккордах, честно говоря, не слышно. Скорее вот для каких-то рифов, фанкового чеса там и так далее. Да, здесь ревер уже явным образом таким вылезает. В общем, такой какой-то олдскульный, что ли, ревер. Как ваше мнение, Василий? Олдскульный. Да. Ну что ж, переходим теперь к перегрузу, послушаем, как все это дело звучит и как кнопка Modern влияет на звук. Перегруз включили. Modern теперь надо нажать.
И уж теперь гейна сделаем прям побольше. Не максимальное значение, но все же. Ну и теперь пара слов о младшем брате. Во-первых, он одноканальный при всех тех же настройках. Канал тут один, но очень хитрый. Он достаточно бодро разгоняется от совсем клина, от совсем чистого звука. Опять же, при подборе датчиков правильного. До перегруза, ну сейчас покажу, сами все увидите. Вот давайте 2,5, значение гейна стоит. Я включаю какую-нибудь отсечку. Ну, кранч такой чуть-чуть есть, и то не сильный. А вот на пятерочку тут уже начнется интересное. Звучит круто, но, к сожалению, каналы не попереключаешь. Ну что ж, настало время подводить итоги. Что я думаю о звуке и вообще о комбиках в целом, для чего они нужны, для кого, какой у них функционал. Итак, мы в последнее время привыкли уже к моделирующим комбикам. На самом деле, вот я по большей части снимаю вот в студии здесь только их, и там эффекты всякие, куча всего, 150 усилителей эмулируются, а тут как бы все максимально просто, то есть это прям трушный такой комбик со всеми вытекающими. Что тут может вам как бы помочь или помешать в использовании? Во-первых, громкость, да? То есть это комбик ламповый, его надо раскачивать. И тут громкость на студии у нас стояла такая, что уже, в принципе, могут там и соседи прибежать и постучать, что, мол, давайте потише. Поэтому как бы для дома, для дивана эти аппараты точно не подходят. Ну, либо у вас условия позволяют заниматься на больших громкостях. Так что это такая больше репетиционно-концертная тема. А что касается звука, несмотря на наличие здесь кнопочки Modern, звук ни разу не Modern, он такой олдскульный, винтажный, хороший, кранчевый, чистый, пердящий немножко перегруз. Но если вы хотите современно что-то получить, надо либо другой комбик, либо обставлять это все грелками и эквалайзерами, тогда, может быть, получится из этого выжать какой-то более современный звук, поэтому это больше такой олдскульный рок, вот что-то в таком духе, фанк какой-нибудь на чистом поиграть. Ну, то есть вот он не про совсем такой лютый хайгейн, про среднего уровня овердрайв. Вот там он раскрывается очень даже хорошо.
Пишите обязательно в комментариях, что вы думаете об этих чудесах ламповой техники. Комментарии мы читаем, отвечаем. Обязательно колокольчики, подписки на канал, если вы этого еще не сделали. И до встречи в новых видео. Всем пока. Разгоняется прикольно, кстати, он такой-то. Он такой фузела. Ну да. Ничего так. Я пишу. Так, выводы, да? Угу. Блин, а я получается вниз смотрю, да? Или мне сюда смотреть? Нет, ну слушай, это вполне... Не-не-не, в общий смотрю. Туда, да? Не-не-не, вот сюда. Угу. Окей, давай.